Привет, друзья! Это наш второй эпизод. Мы не так давно вернулись в город Бронниц с наших первых соревнований «Суперспринт». Все прошло отлично, у меня лично, потому что не было воды. Мне понравились эти соревнования, я занял 3-е место, бегал так, как никогда в жизни не бегал, но чувствую силы и готовимся к следующему этапу, который нам предложили пройти в Саратове, и это уже полный этап суперспринт. У нас в Саратове проходили соревнования, точнее отборочные соревнования по триатлону для юношей и девушек. И мой тренер Илья Мажухин предложил нам с Сергеем поучаствовать там в качестве любителей. Ну, скажем так, это была своего рода тренировка. Я уже не знаю, боюсь я или не боюсь, у меня какие-то смешанные чувства. Но боюсь, потому что вода холодная и волны, там темно. Мне кажется, что здесь больше 300. Это хорошо, здесь здесь готов, все, так что все в порядке. Пожалуй, главное ее пройти, потому что в тот раз у нас воду из-за холода отменили, поэтому сейчас главное ее пройти вместе с водой. Супруга волнуется, надо ее еще будет поддержать, так что будем стараться. Если одевать, то сначала Если я доплыву? А я доплыву. До первого хотя бы байка. Это места, да, подвержены натирать, потому что там же резина, неопрен сильно прибегает. Конечно, дистанция короткая, ничего не должно быть, но кроме этого, чтобы гидр быстрее снимался. И привыкать правильно все делать. Да, последовательность действий, алгоритм и ощущения в этих действиях. Чтобы он одевался быстрее, здесь одевается пакет. А где в глубине, там немножко вазелина тоже, чтобы ездила, одевалась. Ну, для меня была встреча с неожиданностью в нашем родном городе, в Саратове, соревнованиями по той причине, что были тяжелые для меня погодные условия, сильный ветер, ливень, течение и огромные волны. Но также была холодная вода. Вода была 17 градусов. Для меня это достаточно прохладно. Я очень сильно нервничала. Меня трясло уже на входе, но тренер говорил, это адреналин, это нормально. Сейчас как втопишь, и все будет хорошо. Вот сейчас мне прям тепло. А там холодно. Я не знаю, как я буду плыть. Его нету. Вот где вот катер стоит, Да. вот примерно туда, примерно. Да. И по мере того, как будешь приближаться, тебя туда будет сносить и уже отплывешь. Если начнешь плыть на него, пойдет вот такая волна и придется потом вообще плыть в течение. Но когда я залезла в воду, я поняла, что я там ничего не вижу абсолютно, что волны постоянно то слева, то справа на меня нападают. Когда прозвенел гудок, и все спортсмены поплыли, я постаралась встроиться, скажем так, в колею тех ребят, которые были рядом со мной, но не смогла подстроиться под темп. Они уплыли очень далеко, и спустя, наверное, может быть, метров 50, я даже не знаю, сколько я проплыла. Я плыла то полукролем, полубрасом, и я подняла руку. Пришлось сдаться, сойти с дистанции. Когда я уже оказалась в катере, то я поняла, что
ну все, я сдалась, и мне было настолько... Мне было стыдно перед Сергеем, перед детьми, которые смотрели на нас с берега, перед собой, потому что я не думала, что у меня в принципе есть, скажем так, такое свойство сдаться на дистанции. Вот. Это была встреча с неожиданностью очень серьезная. Конечно, все получилось не так, как я себе это представлял. Гораздо тяжелее было плыть. И мне казалось, что я плыву вроде бы неплохо, но процентов 30 дистанции, то есть 100 метров из 300, я переходил с кроля на брас, потому что просто не было сил. Во-первых, течение сносило меня постоянно. Во-вторых, кто-то толкался все время и бил меня то по голове, то еще куда-то. Все время куда-то я отклонялся от курса, и когда я пытался дышать, вода наливалась в рот, поэтому в конце концов я перешел на брас и таким образом добрался до финиша. Когда я вышел из воды, то было настолько тяжело, вот этот переход из горизонтального положения в вертикальное, плюс я настолько выложился в воде, что еле шел. И по плану я должен был пройти транзитную зону секунд за 50, я ее проходил 3 минуты, потому что все было крайне тяжело. Но дальше я сел на велосипед, потихоньку раскрутил педали, успокоился, проехал 10 километров. Многие велогонщики падали, более опытные, я, слава богу, не упал. Я не знаю, я так хочу, что одни волны. То есть ты плывешь и на одном месте плывешь. Там девочка тоже, вот она сошла, вторая. Она тоже на одном месте, вот прям она до булка не может доплыть, все. Потом перешел на беговой этап, бежал достаточно быстро. Ну и, в общем, в конце концов финишировал. В общем, я очень доволен этим опытом. Я финишировал 7-й в общем зачете, по своему году финишировал 2-м. Отличный опыт. Если сравнить Бронница и Саратов, то если не брать водный этап, который был для меня встречей с неожиданностью, то на беговом и велоэтапе я чувствовал уже себя как бывалый гонщик, потому что я уже не гнал на сверх не могу, а гнал так процентов на 80-90 от своих возможностей, и поэтому контроль над собой был гораздо выше, и в целом поэтому для меня дистанция прошла гораздо комфортней. И поэтому, в общем-то, я уже чувствую, что опыт потихоньку начинает прибавляться. Ну, хорошо, но водный этап очень тяжело дался. То есть, вроде короткая дистанция, прям силы кончились. Как-то все с непривычки. Потому что как-то вот все по-другому. Вроде все говорили, но как-то оно все вот сложновато. Как-то и костюм чуть-чуть стягивал. И немножко вот мешали люди окружающие, что вроде только чуть поплыл, то в кого-то врезался, то в тебя кто-то врезался. Но в целом можно это все делать. И как-то вот дыхание все время, оно что-то где-то сбивается. То на велосипеде, то на беге. Но в целом позитив. Прошло 10 дней с момента соревнований в Саратове. И сегодня у меня была тренировка по плаванию, но она была в бассейне. Я проплыла 800 метров за 15 минут. Собой горжусь, потому что если раньше не могла проплыть 25 метров, мне казалось это чем-то невозможным, то сегодня, преодолев такую дистанцию, я чувствую в себе силы. И уже в этот четверг
я планирую попробовать начать тренироваться в открытой воде. Трудности мы встречаем с позитивом. Большое спасибо, друзья, что вы нас смотрите. Мы будем стараться и преодолевать все препятствия, которые возникают на нашем пути. А какие они будут, смотрите в 3-м ролике. Пока!